Всем привет! Сегодня я к вам с бутербродами. 4 вида бутербродов, которые вы точно не пробовали. Все очень вкусные, все удержать в руке не могу, поэтому по порядку с первого по последний. Для этих бутербродов я сделаю пасту с авокадо, яйцом, чесноком и луком. И для украшения у меня идут помидорки черри и анчоусы, рыбки вот такие вот маленькие. Очень вкусное сочетание. И самые вкусные бутерброды вот этим наполнением на сером хлебе. Либо вот у меня гречишный хлеб на гречишной муке. Но не делайте эти бутерброды там на багете или батоне. Вкуснее они на черном, сером, заквасном хлебе. В общем, вот на сером хлебе. Сначала делаю пасту. 2 авокадо чищу, нарезаю и вот так вот вилкой мну. На мелкой терке тру 2 яйца. Именно на мелкой. 2 зубчика чеснока надавливаю. И нужно порезать лук. Вот зеленые перья я их порежу для красоты. А вот все, что ближе к белым корешочкам, идут сюда же в пасту. Вначале забыла кусочек лимона. Вот небольшой прям кусочек лимона, но и он сюда нужен. Выдавливаю. Буквально 1,5 ложки майонеза, щепотка соли, ну давайте 2. А дальше будем пробовать. Все перемешиваю хорошо, но не надо пересаливать пасту, потому что сверху будет еще анчоус, а он очень соленый. Все, паста готова. Хлеб разрезаю вот так на треугольники, и нужно его подсушить. Как хотите подсушивайте. В духовке, на сковороде, в тостере. Вот все равно нужно, чтобы немножко взялась, вот здесь вот была корочка. Подсушила хлеб, и каждый треугольничек теперь вот разрезаю вот так вот пополам. И получаются вот такие вот маленькие треугольнички. Выкладываю их на блюдо. Массу с авокадо раскладываю на бутерброд каждый. На каждый кусочек теперь кладу рыбку, неважно как подсказывает вам фантазия. И помидорки шерри. Разрезала каждую помидорку пополам. Посыпаю зеленым лучком, мелко порезанным. Ну вот что-то мне захотелось еще грецкого кедрового орешка сюда чуть-чуть добавить. Мне кажется, он будет здесь не лишний. Хотя не пробовала, вот сейчас пришло в голову. И я решила добавить. И все, еще один вид вот таких вот бутербродиков интересных и внешне, и на вкус. Попробуйте для праздничного стола, для фуршетного стола. По-моему, замечательно. Мои любимые мамины бутербродики, закусочные на жареном хлебе с пастой из сайры, с консервы. Очень вкусные. Как вкусно получается. Ни один стол у меня не обходится без этих бутербродов. А делается очень просто. 2 яйца натираю на мелкой терке, банку сайры вот сливаю все масло, воду и вместе с яйцом растираю вот так вот вилкой, чтобы помельче было, как бы в однородную пасту такую. Сюда же 2 пера зеленого лучка режу, тоже перемешиваю. Добавляю 2 столовых ложки майонеза и щепотку соли. Щепотку 2 соли. Здесь уже пробуйте на вкус по соли. Опять все хорошо перемешиваю. И жарю хлеб. Хлеб разрезаю пополам. Беру заквасной хлеб. Батон здесь не подойдет. И жарю с каждой стороны до золотистого красивого цвета на растительном масле. Делается и жарится все очень-очень быстро. Теперь каждый кусочек, вот он остыл, я натираю чесноком с каждой стороны. И накладываю теперь на каждый, опять же, кусочек, на каждый треугольничек пасту, которую приготовила. Сверху кладу свежий огурчик. Можно положить тоже кусочек, кругляшочек соленого огурчика, но со свежим мне нравится больше. И выкладываю бутерброды уже на тарелку. И
И вот такая вот замечательная тарелочка, красивая, праздничная, с закусочными бутербродами получается. На самом деле очень вкусные, разлетаются моментально, и все их очень-очень любят, эти бутерброды. Бутерброды с крабовыми палочками. У меня здесь 1 луковица, 2 яйца, 2-3 зубчика чеснока, 200 граммов крабовых палочек. Я их залила просто кипятком на 5 минут, убрала целлофан, и они готовы. Огурчики. И делать бутерброды буду на вот таких вот маленьких багетах, булочках. То есть на белом хлебе эти бутерброды вкуснее. Для пасты этих бутербродов лук, 1 луковицу мелко рублю кубиками, и нужно ее поджарить до золотистого цвета. Крабовые палочки мелко на кубики режу, вдоль разрезаю каждую крабовую палочку и потом на кубики складываю отдельно в чашку. Яйца можно на кубики порезать, а можно, вот как я в ручном блендере, очень удобно, на мелкие тоже кусочки. Не забывайте на плите лук помешивать и огурчики. Огурчики тоже складываю в блендер, либо тоже мелко на кубики. Я вот беру всегда 6-7 огурчиков, они у меня небольшие. 2 зубчика чеснока потолочь и тоже сюда. И зелень, маленький пучок. Можно взять петрушку, я беру кинзу, если вы не очень любите кинзу. Я очень, поэтому вот у меня здесь кинза. Зелень тоже складываю сюда. Как раз лук поджарился, тоже кладем его сюда. 2 столовых ложки майонеза. Хорошо перемешиваю все. И вот здесь нужно посмотреть, возможно, нужно добавить майонеза. Паста не должна быть сухой. И, конечно, попробовать на соль, перец. Поперчить, посолить, это уже по вкусу. Хлеб для этих бутербродов я люблю подсушить. И вот делаю это на сковороде. Чуть-чуть сбрызгиваю оливковым маслом, вот так вот первым кусочком чуть-чуть распределяю. Раскладываю хлебушек, и он быстро очень подсушивается с 2 сторон. И с другой стороны тоже подрумяниваю, тогда вот здесь вот он получается хрустящий, а внутри мягкий. Раскладываю пасту на каждый кусочек. Сверху украсить можно, вот я зеленым лучком сегодня посыплю. Можно также просто петрушку порезать или кинзу. Тоже будет красиво. Но как бы я не люблю вот там травой выкладывать это все. Лучком мне нравится вот больше. И все, и вот такие вот бутербродики готовы. Можно сказать, салат с хлебом у вас, но оформлен аккуратно в виде закусочных бутербродов. Количество этой пасты хватает на 25 вот таких вот небольших бутербродиков, поэтому для фуршетного стола, для праздничного стола замечательно. Еще один вид бутербродов, очень вкусный, на праздничный стол замечательно идет. Маленькие бутербродики делаем с салом. Черный хлеб беру, немножко горчицы, русские суши, мы их так называем. Они очень классно идут, если у вас гости любят крепко выпить, и чтобы они сильно не пьянели, то вот этот бутерброд, он просто палочка-выручалочка. Сало. У меня сало вот домашнее, мамочка посолила. Кладем вот так по кусочку. Теперь вот этот же такой квадратик я разрезаю еще на 2. Буквально на 1 укус бутерброд должен быть. Теперь сюда кладу соленый огурчик и лук. Зеленый лучок. Если у вас толстый лук, я его вот прям даже вот этот лук пополам вот так вот разрезаю, видите? И он хорошо ложится. Вот так вот. И всю вот эту красоту выкладываем уже на блюдо. Делается, как видели, секунды. Это первое, что у вас расхватают буквально на праздничном столе. Все, и вот такая вот красота получается за 10-15 минут. Поверьте, это будет просто хит вашего стола из закусок. Очень вкусные, питательные, и хочется их съесть еще и еще. Вот такие бутерброды я хотела вам предложить. Попробуйте. Вот все 4 вида бутербродов очень вкусные. Пусть вам будет празднично, красиво и вкусно. Делитесь этим рецептом с друзьями, подписывайтесь на мой канал, не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые блюда. За лайки вам, конечно, всегда спасибо.